Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодня второй день после выборов президента США, обещавшего остановить войну за 24 часа. Но что-то идет не так. Поэтому давайте рассудим, в чем проблема и каковы обстоятельства на геополитических фронтах. Главная новость для Украины – это победа Дональда Трампа на выборах президента США. Он примерно на 3% опередил вице-президента Камалу Харрис и выиграл с 51% голосов. Цифра предварительная, может корректироваться. Кроме того, республиканцы, похоже, в шаге от монобольшинства на тех же выборах. Они впервые за долгое время получили подконтрольный себе Сенат и с немалым отрывом лидирует в гонке за Палату представителей. По сути, это в целом разгром Демпартии, которой американские избиратели вынесли черную метку. Я сейчас, друзья, не буду детально анализировать причины провала Харрис и демократов на этих выборах, а также последствия победы Трампа для Украины и мира, но выскажу уверенность в том, что у нас на горизонте замаячил шанс на скорое окончание российско-украинской войны. Хотя сложно определить, насколько этот шанс будет использован. Среди республиканцев, как известно, есть много сторонников как войны, даже в более жестком варианте, чем у администрации Байдена, так и приверженцев мира. Первые могут убеждать нового президента воспользоваться ситуацией в Украине, чтобы нарастить экспорт оружия в союзные западные страны и под предлогом российской угрозы сильнее привязать к себе в военном отношении Европу, а также разорвать окончательно ее связи с Россией и по возможности с Китаем. И заодно освоить полезные ископаемые Украины, о необходимости чего республиканцы вроде Линдси Грэма заявляют открыто, после чего этот пункт попал даже в план победы Зеленского. Вторые считают, что война в Украине – это бессмысленная трата американских ресурсов, к тому же с риском вовлечения в ядерную войну с Россией. По их мнению, противостояние в Украине укрепляет союз Китая и Российской Федерации, а также консолидирует глобальный юг против США и Запада в целом. Вместо России сторонники этой позиции предлагают сосредоточиться на Китае. Эту точку зрения отстаивает будущий вице-президент при Трампе Джей Ди Венс, который недавно предлагал остановить войну в Украине по линии фронта и отказать Киеву в приеме в НАТО. Какая позиция победит или же будет некий гибрид, какой мы наблюдали на первом сроке Трампа, на данный момент сказать невозможно. Но с учетом настойчивых предвыборных заявлений Трампа и его сторонников вроде Венса и Маска, шанс на мир как бы есть. Ведь Трамп и вся его команда растеклась мыслью по древу, резко критикуя демократов за военные поставки Украине, выписывание чеков на миллиарды долларов и провоцирование Третьей мировой. Трудно предположить, что теперь Трамп резко инвертирует эту риторику и начнет делать то же, что и Байден с компанией, то есть регулировать ситуацию с Россией и Украиной, скорее всего, будут. Но как? Трамп в своей речи после выборов уже заявил, что остановит все войны, но вопрос о том, как именно он это будет делать, через мирные предложения или эскалацию, и насколько эффективной будет эта часть его бизнеса. Тем не менее, в мире уже витает ожидание остановки войны в Украине. Букмекеры принимают ставки на то, закончит ли Трамп войну за ближайшие 3 месяца. Прямо сейчас такая перспектива оценивается 48%. Условия следующие. Украина и Россия объявят о перемирии, прекращении огня или урегулировании войны в Украине путем переговоров в любой момент
между объявлением Associated Press о победе Дональда Трампа и 19 апреля 2025 года. Что думают о победе Трампа в мире? Мир с напряжением ожидает смены глобальной повестки. Трамп 2.0 – это уже не новичок в подковерных играх Белого дома. И кадровый вопрос, скорее всего, будет решать без каких-либо церемоний и прелюдий. Зеленский, например, с утра поздравил Трампа с победой и выразил надежду, что тот будет привержен принципу «мир через силу». Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь, пишет президент Украины. И добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшую, мощную, двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Аналогичное по смыслу заявление опубликовали глава Офиса президента Ермак и министр иностранных дел Сибига. Одновременно с этим Зеленский и компания осторожно надеются, что кадровый вопрос просвистит над их головами и вопрос легализации украинских властей путем выборов не будет принят администрацией будущего президента США в качестве своего инструментария. Но в таком случае сложно себе представить, как срыв Зеленским стоп-крана украинского бронепоезда, летящего к его формуле мира, остановка которого намечена на границах 1991 года, будет воспринято участниками шоу. В России дали понять, что каких-то прорывов от президента Трампа не ждут, поскольку США не дружественная страна. Однако заявляют о своей готовности к переговорам с новой американской администрацией. Песков заявил, что завершить войну в одну ночь нельзя, а в МИД Российской Федерации сообщили, что Россия будет работать с новой администрацией после того, как она пропишется в Белом доме, но свой статус-кво в отношении военной кампании против Украины будет отстаивать жестко, ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Москва заявляет, что не питает иллюзий в отношении Трампа, который в России хорошо известен, поскольку американская элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы. Случка в этой ситуации интересов Москвы и Вашингтона может стать детонатором новой волны эскалации конфликта, и тогда никакие тормозные колодки не смогут удержать бойцов, вышедших на арену международного конфликта, развязанного московскими нищебродами. Более оптимистичен тон президента Турции Эрдогана. Поздравляя Трампа с победой, он выразил надежду, что региональным и глобальным кризисам и войнам, в первую очередь палестинской проблеме и российско-украинской войне, будет положен конец. Из Европы же идут совершенно иные реакции. Давний поклонник и любимец Трампа Виктор Орбан уже призвал ЕС начать выработку новой стратегии по Украине. Сегодня ночью в США победили республиканцы. Это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия, заявил он. Отмечу, что с победой Трампа Орбан в одночасье превратился из непослушного ребенка Европы в единственного европейского лидера, который все последнее время сохранял с республиканцем крайне дружеские отношения. И теперь Венгрия оказалась претендентом на роль посредника в новом сезоне
экономика правовых баданий между ЕС и США. Также можно отметить настороженную реакцию лидеров ЕС, Германии и Франции, которые поздравили Трампа с победой, но президент Франции Макрон тут же призвал страны Евросоюза договориться о совместных шагах, чтобы не допустить реализации принципа «разделяй и властвуй» или типа «поскольку американская хата с краю, то каждый сам за себя до тех пор, пока в Израиле не сдохнет рыжая тёлка». Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях, сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и наши ценности, пишет Макрон, добавляя, что уже обсудил эту тему с Шольцем. Опасаются европейцы не только того, что Трамп попытается переложить на них бремя финансирования Украины, о таком желании он не раз говорил, но и возобновление торговых войн между ЕС и США. Об этом в частности говорят немецкие бизнесмены и экономисты. Как известно, Трамп неоднократно заявлял о своих планах ввести пошлины на продукцию ЕС. И тогда эти пошлины поднимут цены на немецкие товары в Штатах и, скорее всего, приведут к ответным пошлинам со стороны ЕС, что еще больше обременит внешнюю торговлю, говорит главный экономист Коммерцбанк Йорк Кремер. Мы критически относимся к импортным пошлинам на европейские и китайские товары. Миру нужно меньше, а не больше торговых ограничений, заявил президент немецкой ассоциации внешней торговли BGA Дирк Джандура. Анализ последствий прихода к власти Трампа может, по мнению европейских экспертов, вызвать очень сильные трения между Америкой и Евросоюзом. За ЕС и особенно Германия – главная экономическая проблема для США, так как Америка имеет с Евросоюзом отрицательный торговый баланс. Также Трамп требует, чтобы Европа несла больше расходов на оборону и на поддержку Украины. Очевидно, что противоречия внутри Запада достаточно серьезны. И это прямо сказывается на отношении и США, и ЕС к Украине, которая может оказаться не в фокусе сторон в ходе больших внутризападных разборок. Также это даст возможность России и Китаю вести на этих противоречиях свою игру, которая может существенно изменить геополитический ландшафт Европы. Впрочем, раздрай, несмотря на победу Трампа и создание монобольшинства в Конгрессе, может начаться и в самих Штатах. Сенатор от штата Юта Майк Ли, республиканец, предложил демонтировать Вашингтон, как мы его знаем, и закрыть ряд правительственных организаций. Илон Маск с ним согласился. Бизнесмен, который претендует на должность в администрации Трампа, заявляет, что намерен добиться сокращения числа федеральных агентств США с целью повысить эффективность правительства. У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить, сказал он в интервью Такеру Карлсону. Трамп же обещает разрушить Deep State, глубинное государство, и кроме Маска взять на работу и других нарушителей спокойствия с точки зрения демократов. Например, Роберта Кеннеди-младшего, которому греют место в структуре здравоохранения. Вся эта возня может обернуться крупными внутриэлитными конфликтами в США, которые отвлекут внимание страны как от внешнего мира, так и от Украины. При всем при этом российский олигарх Олег Дерипаска затронул еще один аспект возвращения Трампа в овальный кабинет – вероятное снижение цен на нефть. По его мнению, к маю нефть подешевеет до $50 за баррель, и на планете воцарится мир.
Мир будет, похоже, везде, добавляет бизнесмен. Хотя еще с начала полномасштабного вторжения одним из способов давления на Россию со стороны США называлось опускание цены на нефть. Но в этом плане больших успехов достигнуть не удалось, и нефть, как ни в чем не бывало, и несмотря на все старания владельца компании Tesla, держится по-прежнему на относительно высоком уровне. Это происходит в том числе и потому, что Россия и ОПЕК координируют работу по регулированию уровня нефтедобычи, чтобы не дать цене опуститься. А влияние США на крупнейшего члена ОПЕК Саудовскую Аравию при Байдене серьезно упало. Считается, что у Трампа значительно лучше отношения с саудитами, но сможет и захочет ли будущий президент США использовать этот инструмент для давления на Россию, пока неизвестно. И, наконец, биржи и валюты достаточно показательно выступили на фоне второго пришествия Трампа. Рубль, а также акции российских компаний поднялись в гору, а евро по отношению к доллару, наоборот, упал. Вот такие вот, друзья, расклады. Прикуп, как говорится, пока никому не известен. А игроки тщательно оценивают свои активы, чтобы вступить в новый раунд борьбы. Ждем гонга.